Каждый день мы пытаемся как-то настроить свою жизнь, наладить отношения, найти свое место в этой жизни, стать хоть чуть-чуточку счастливее. Часто мы действуем вслепую, будто нам в руки дали сложнейшее устройство, а инструкцию приложить забыли. И вот мы жмем на все кнопки подряд в надежде, что однажды оно заработает как надо. А что, если я скажу вам, что древнейшая в мире инструкция к жизни существует уже 1000 лет? И это не просто пара советов, а подробное руководство, где описано все, от законов Вселенной до рецептов личного счастья. Сегодня мы откроем это руководство и простыми словами разберемся, что такое Веды и как они могут помочь вам уже сегодня. Если вы чувствуете смысл и тепло в этой теме, поставьте лайк и подпишитесь. Это ваша Дакшина, благодарность и энергия, которая помогает каналу расти и нести ведическую мудрость дальше. Ванакам, мои дорогие! Многие из вас знают, что я уже много лет изучаю ведические знания в Индии и хочу поделиться с вами самым главным и, что важнее, практическими вещами, потому что знания, которые нельзя применить, это просто информация, а Веды – это именно практическое руководство. Так о чем же мы сегодня с вами поговорим? Ну, во-первых, давайте выясним, что такое Веды на самом деле и почему это нечто гораздо большее, чем просто какие-то древние религиозные тексты. Во-вторых, раскроем 3 главных секрета, 3 раздела инструкции, которые очень важны для современного человека. И в-третьих, я подскажу простой и понятный первый шаг, с которого можно начать применять эти знания в своей жизни прямо сейчас. Само слово «веда» с санскрита так и переводится – «знания». Но это не те знания, к которым мы привыкли. Это не набор каких-то сухих фактов. Представьте себе не книгу, а целую гигантскую библиотеку или даже экосистему знаний, где есть все. Здесь есть разделы о медицине, здоровье, то есть о той самой аюрведе, есть наука об архитектуре и гармонизации пространства Васту-шастра, есть ведическая астрология, объясняющая связь человека и космоса, грамматика, логика, математика, социальные законы, инженерия и, конечно же, глубочайшая философия о природе души и смысла жизни. Самое поразительное, что согласно традиции Веды не были придуманы человеком. Они считаются апарушея, то есть несотворенное человеком. Это знание, которое было услышано древними мудрецами, риши, в состоянии глубокой медитации. Изначально эти знания веками передавались устно, от учителя к ученику, что позволило сохранить его в первозданной чистоте. Традиция гласит, что мудрец Ведьяса систематизировал огромный пласт знаний, чтобы сохранить его для будущих поколений, то есть для нас с вами. Современные ученые датируют самые древние части Вед, например, Ригведу, приблизительно 1500 годом до нашей эры. То есть им около 3500 лет. А первые дошедшие до нас письменные рукописи появились гораздо позже, лишь в XI веке нашей эры. Когда говорят о Ведах, имеют в виду 4 основных сборника. Первое – это Ригведа, Самаведа, Яджураведа и Адхарваведа. Но это лишь верхушка айсберга. Говорят, что на самом деле Вед было намного больше. Но до наших времен дошло только 4. Каждый из этих Вед, как луковица, имеет множество слоев, комментариев и объяснений, которые ведут нас от внешних ритуалов к глубокой внутренней сути. Но хватит теории, давайте к самому интересному. Как эта древняя инструкция может помочь нам, людям 21 века, живущим в мире стресса и технологий? Давайте посмотрим на 3 ключевые идеи. Первый секрет – это закон кармы или вселенский закон – причины и следствия. Вы наверняка слышали такую фразу часто. У него карма такая. Обычно ее говорят с негативным оттенком, будто это злой рок. Но Веды объясняют карму совсем иначе. Карма буквально означает действие. И закон кармы – это не наказание, а справедливый закон природы, такой же, как закон гравитации. Аналогия простая. Если вы сажаете семя яблони, вы уже не ждете, что вырастут апельсины. Логично? Мы все знаем, что вырастет яблоня. Каждое наше действие – это семя. Каждая мысль, слово, поступок – это и есть семя, которое мы сажаем в почву своей жизни. И плоды, которые мы впоследствии пожнем, будет в точности соответствовать. Это знание полностью меняет взгляд на жизнь. Оно убирает позицию жертвы. Ничто не случается просто так.
Все, что мы имеем сегодня, наши успехи, трудности, отношения – это результат наших прошлых действий. А самое главное, то, что мы делаем прямо сейчас, в этот момент, создает наше будущее. Это не фатализм, а абсолютная свобода и ответственность. Понять этот закон значит стать автором своей жизни, а не персонажем в чужой пьесе. Второй секрет – это реинкарнация или великое путешествие души. Эта идея часто кажется слишком мистической, но в Ведах есть очень простая и элегантная аналогия. Представьте, что ваше тело – это одежда. Вы надеваете ее утром, носите в течение дня, а вечером снимаете. Когда одежда изнашивается, вы ее меняете на новую. Но вы же не думаете, что вы и есть ваша одежда. Точно так же, согласно Ведам, наша истинная суть не тело. Наше настоящее «я» – это душа, атман. Душа вечна, она не рождается и не умирает. Тело – это лишь временное пристанище, транспорт, который душа использует для получения опыта в материальном мире. А процесс смены этих транспортов и называется реинкарнация. Зачем все это? Веды говорят, что наш мир – это своего рода школа, а каждое рождение – это новый класс, новая возможность для обучения и роста. Мы приходим сюда, чтобы извлечь уроки и в конечном итоге осознать свою истинную духовную природу. Это знание дает невероятное утешение. Оно убирает страх смерти, превращая ее из конца в переход. И оно объясняет, почему все мы такие разные и с разными талантами, и в разных условиях. Мы просто находимся на разных этапах своего долгого путешествия. Третий секрет – устройство мира и наше место в нем. Современный человек часто чувствует себя песчинкой в хаотичном космосе. Мы пытаемся контролировать свою маленькую жизнь, но вокруг бушуют кризисы и конфликты. Это рождает постоянную тревогу внутри нас. Веды же рисуют совершенно другую картину. Вселенная – это не хаос, а упорядоченная, сложная и разумная система. Веды подробно описывают, как наш маленький мир, микрокосмос, связан с большим миром, с макрокосмосом, как движение планет влияет на нас, как энергия в доме влияет на самочувствие, как еда формирует не только тело, но и сознание. Понимание этих законов помогает обрести внутренний покой. Когда вы понимаете, что мир устроен логично, вы перестаете с этим бороться. Вы начинаете жить в гармонии с ним, как серфер, который не пытается остановить волну, а учится скользить по ней. Ведическое знание – это не попытка подчинить себе природу, а мудрость жить в согласии с ее законами. Оно дает понимание, что мы не одинокие песчинки, а неотъемлемые части огромного живого и разумного организма. Как не заблудиться в древних этих текстах? Есть миф, что для изучения Вед нужно уйти в ашрам и читать 1000 страниц на санскрите. Это не так. Сама ведическая традиция дала нам адаптированные версии. Помимо 4 основных Вед, есть огромный пласт литературы, называемый смрити, то есть запомненная. Это, например, Пураны. 18 писаний, которые объясняют сложную философию через увлекательные истории о богах и героях. Это великие эпосы Махабхарата, Рамаяна, а жемчужина Махабхараты – это Бхагавад-гита. Дело, в котором сжато изложена вся суть ведической мудрости. Эти тексты и были созданы, чтобы донести глубокие истины до каждого в понятной форме. Так с чего же начать? Не нужно сразу бросаться читать первоисточники. Самый простой и мощный первый шаг – прожить один день, осознавая первый закон, о котором мы говорили. Это закон кармы. Просто наблюдайте за своими действиями, словами, мыслями, поступками и спрашивайте себя, какое семя я сажаю прямо сейчас. Этот простой акт осознанности может запустить цепную реакцию невероятных перемен в вашей жизни. А какая из 3 идей вам показалась самой близкой? Закон причины и следствия? Путешествие души или гармоничное устройство мира? Напишите в комментариях. Мне, правда, очень интересно ваше мнение. Как думаете, такая инструкция и правда могла бы сделать нашу жизнь проще? В конце концов, Веды – это не догма и не набор каких-то строгих правил.
Это скорее дорожная карта, которая показывает, как устроен мир, где на ней находитесь вы и какие пути ведут к счастью, а какие к страданиям. Она не заставит вас идти, но покажет направление. Изучать эту карту значит делать свое путешествие по жизни более осознанным, осмысленным и, конечно же, в итоге счастливым. Спасибо, что досмотрели. Не забудьте заглянуть в подсказки на экране и в рекомендованные видео. И в описании также под этим роликом. Я оставила там материалы, которые помогут вам глубже погрузиться в эту тему. Если информация была вам полезна, а также в своей душе вы чувствуете отклик, поставьте лайк этому видео и, конечно же, подпишитесь. А также нажмите на колокольчик. Это ваша Дакшина, энергия, которая помогает мне создавать новые видео. И самое важное, я жду вас в комментариях. Напишите, что именно откликнулось, какая часть свет интересна больше всего, и давайте это обсудим вместе. Индомания – это пространство ведической мудрости. Добро пожаловать в место вашей силы. До новых встреч!